Всем привет! В этом видео покажу, как поставить в домашних условиях оттиск фольгой. У разных мастеров видел на изделиях именно тиснение логотипа фольгой. То есть на данный момент это еще для меня новая тема, поэтому если будут какие-то отдельные советы, пишите в комментариях. Для начала я нашел фольгу в интернете, вбил фольга для горячего тиснения. Заказал себе такой рулончик. Фольга на самом деле не очень дорогая, мне обошлось что-то, вот этот рулон, чуть больше 100 гривен. Какие характеристики этой фольги, чем она отличается от другой, допустим, потому что их очень много, разные цвета. В основном я заметил, что отличается шириной, а именно характеристиками самого покрытия. То есть я настолько не углублялся и в принципе спросить не у кого, потому может кто-то что-то подскажет. В общем, купил я себе такой рулончик. Теперь, что нам еще понадобится? Понадобится, у меня вот так вот выглядит, это регулятор для паяльника. То есть ставлю я паяльником. Уже нагревать, допустим, как просто в горячем тиснении нагревать строительным феном здесь не получится, потому что для того, чтобы оттеснить именно фольгой, нужна определенная температура клише. В данном случае с этой фольгой это 75-150 градусов Цельсия. Поэтому нужен паяльник с регулятором. Также паяльник нужен у меня вот так вот он выглядит. Это 100-ваттный паяльник. Почему именно он? Потому что вот сюда ставится клише. То есть можно, допустим, брать паяльники и менее мощные, они все равно зададут ту же температуру. Просто в них сложно установить клише. Вот и все. Только из-за этого я выбрал данный паяльник. Так, чтобы было более заметно, поставим оттиск на черной коже. Здесь особо давление продавливать в принципе не нужно. То есть есть пресса специальные для горячего тиснения, но они дорогие. Поэтому приходится все делать в таких вот домашних условиях, именно тем, что есть, как-то приспосабливаться. Кожа, в принципе, можно хромовую, можно растительное дубление, здесь не важно, не принципиально. Ложим на кожу нашу фольгу. Фольгу ложим именно обратной стороной, то есть золотом вверх. Если нужно поставить оттиск золотом. Почему так, не знаю, но в общем это так по инструкции. То есть положили нашу деталь. Здесь в чем сложность? В том, что мы не можем более-менее правильно позиционировать наши клише. То есть нужно, получается, из этого кусочка фольги вырезать четко именно нашу деталь, накладывать, наклеивать, а потом уже выбирать точку, куда теснить. В данном случае я просто покажу, как это работает, а там уже каждый сможет для себя выработать технику, как с этим работать. Значит, клише установлено, я уже разогрел паяльник. На регуляторе 10 положений. Я ставлю где-то на 2,5. То есть это получается та оптимальная температура, которая нам нужна. Точную температуру не знаю, тоже нужен прибор, а на самом регуляторе, естественно, это не указывается. Паяльник 100 Вт, может кто-то как-то рассчитает, допустим, по этим положениям, которые есть на регуляторе. Итак, в принципе все. Положили фольгу и ставим. Ставлю одной рукой. Я, конечно, еще как-то двигаю туда-сюда, но снимаем, и у нас остается такой оттиск. Все, то есть, как я сказал, никакого давления не нужно. То есть, если мы слишком продавим наши клише, то между буквами это пространство, оно тоже затеснится. Поэтому нужно такое, не то что легкое касание, но
Немножко прижали и все. Также еще читал в разных характеристиках этой фольги, что некоторые там четче делает оттиск, некоторые, наверное, дают вот такие вот рваные края, может в этом их какая-то фишка. В общем, не знаю, получается пока так. Вот. Как можно улучшить именно качество оттиска, так чтобы, допустим, буквы получались более четкими, не было вот этих вот остатков фольги там между ними, чтобы края были четкими, не рваными. Может, то, что посоветует. Но, в принципе, как бы за неимением лучшего, вот можно делать таким вот образом. Сразу вот после видео поставил оттиск на другой коже, и здесь получилось намного лучше, покрасивее и почетче. Возможно, из-за того, что поверхность кожи гладкая, а здесь вот с какой-то такой как бы текстурой, и поэтому оттиск нечеткий. Так что тоже это учитывайте. Очень интересно получается. Сейчас сразу тоже покажу, может это будет лучшим как бы примером, чем на черной коже. При том, что здесь почти не давил, просто приложил клише разогретое и все. Вот. Взяли, приложили, убрали и смотрим, что у нас получается. Все. Вот такой вот результат. То есть давления здесь вообще никакого не было и гладкая поверхность кожи. Так что экспериментируйте, и все получится. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.